господа, всех приветствую, это третья часть про обновление. Да, это можно размусоливать еще дольше, но самое главное в конце, ну то есть через пару минут, я сделаю тесты. Я подготовил 3 истребителя, которые привожу в настрой, чтобы все видели, какие настройки я произвел. Пока у меня на твинке делаются самолеты, а именно точно такие же. Два немца и один русский. Я с вами хочу разобрать, что он нам быстренько добавляет. Встречайте масштабное обновление! Экипируйте гидрокомандование, гидролокатор «Водолаз» и нанимайте 3 новых офицеров. 4 тут будет у нас, скорее всего, Liberty корабль, 7.2 здесь будет показываться, 7%, и грузовички опять. В магазине у нас добавляется покупка вот этого как раз корабля и грузовичков. Мы можем купить предыдущие Арту плюс Ястреб на Liberty, вот такой красивенький. Можем купить еще и грузовички. Не можем купить флаг, почему-то странно, но ладно. Видимо, в следующем сделают флаг. Плюс этот корабль. Как-то так. Пока что думайте сами, что будет. В легендарном выставочном он у нас ПВОшник. Также у нас продается теперь здесь еще и танкующий корабль. Ну а здесь все по фигне добавилось. Много донатных скинов, много чего будет. В музее ничего особенно нет. Все как на обычном сервере. Новая тактика будет. И 3 новых офицера, из-за которых мы здесь собрались. Как работает механика нового офицера? Вот она. И она заставляет одно дружественное подразделение наземных войск в радиусе 1 квадрата от себя немедленно применить тактический навык своего лидера по этому подразделению. То есть, к примеру, вот у меня стоит Жара плюс новая. Где же она тут? Боевой Сокол новый, который нельзя пока поставить на юнит и протестить его. Вот. И вместо нее пока что поставим мы Виндикту. Don't keep me waiting. Так, поставили. Вот они у меня стоят на Катюше. Допустим, то что вот мы все это вот играем, вот мы находимся в поле боя. Вот она, наша пехота. В одной клетке от себя, то есть так вот по кругу, она даст всем войскам, одному войску даст ульту. То есть смотрите. И вот, и Жара выстрелила туда же ультой, куда стреляла пехота. То есть если мы возьмем 9-2, то мы увидим, как Жара снесет этот бункер. Остановиться, смотрим. Вот. И ульта пролетела в бункер у нас. И теперь к самому сочному. Переходим к настройке авиации. И так у нас получилось 2 таких вот самолета. Один 31 миллион и второй 31 миллион.
Да ладно, да ладно. Это просто жесть, как долго они сражались. По итогу у нас тень плюс лис ушли в ноль. Вот эти двое остались 8 штук. Сначала на половине я думал, что все-таки проиграет, но оказывается, что не проиграла. Ну и также для следующих тестов, пока эти ремонтируются, можно и настроить. Итак, хочу проверить, как будет сборка, которая free-to-play считается больше, которая будет не с критами. То есть эти два персонажа у нас на критические удары. Мы будем юзать их без критов. У нас пришел отчет. Наша тень с нагорания против тени с лиса. Никаких урона навыков, просто вот чисто весь урон. Щиты, конечно, они, конечно, выдали, да, жесткие. Первая сборка у нас на криты. Вторая сборка точно такая же, она у нас на урон навыками. Заметим, что у нас два офицера, которые критовые, гораздо лучше пробивают сборку защитную. Так, вы можете сказать, что Бургер, а как же так? Ты же был в Альянсе. Я вышел с Альянса только на то, чтобы подождать, пока они посражаются. В общем, ничего не меняется. Теперь смотрим на вот эту сборочку, которую сейчас я уже подготовил. У нас, получается, будет против тени и лиса все так же щедрят века, но там у нас ночная птица и клинок. А здесь у нас призрак плюс нагорание. И вопрос в том, сможет ли призрак перебить атакующий и за счет этого выиграть. В этом случае у нас эта сборка проигрывает. Как же тогда, меня спросят чел с театра, как же эта сборка выиграла? А все просто, потому что там просто круче самолет. На этом ответ прост. Итак, у меня все готово к новым тестам. У нас на этот раз теперь тень с задирой, с стремителя с стрелой, против истребителя Full Dev, который тень плюс лис. И вот что показывает из себя прошлый результат. Эта сборка полностью потеряла лицо.
Да, практически ничего не убило. И этот призрак никак не раздал свой урон по атакующему. Ой, бля. Как меня это все заебало. Я это начал делать в час дня нахуй. Ебать. Мне там еще и базу сносили, приходилось отрываться. Я ебу. Я это доделаю. И без триумфа заставляет дропнуть еще одну ульту. Раз ульта, два ульта. Юзает и третья ульта влетает. 3 ульты. Полностью одинаковые юниты. 3 ульты она всаживает. 3. И теперь смотрим, что она будет в бою с истребителями. Full D против стремительной стрела, которые, по идее, должны вместе играться. Итак, хочу протестировать теперь сборочку. У нас здесь будет песня рассвета, а на другой стороне у нас будет вместо песни рассвета какой-нибудь универсальный боец, например, госпожа теней. Так, чтобы Катя друг друга не били. Так не получится. Бам-бам-бам. Но это жестко, капец. Просто бесконечная ульта. Да, и если бы Катя не стояла близко, то... Тут тогда было бы все немножко по-другому. Давайте для этого туда поставим с вами вместо Кати, к примеру, Артур. Как вы можете наблюдать, сборка стремительная стрела и тень, конечно же, выиграли. И от этого самолета осталось 2 юнита. Итак, какой у нас итог? То, что у нас вот эта имба наземная, она спавнит еще одну ульту. Ей можно даже что-то равное вытачивать. И стремительная стрела с защитным тенью, это тоже имба. Они были против Лиса с тенью, и у тех, собственно, все похуже. Так, и теперь тест, когда наш Маус будет жить. Даже... Да нет, пусть тусы. Ну и все. Просто вот так вот начинаем.
Офицеры я ничего не менял. У нас все так же там жара плюс перпендикуляр на той арте. То ли у песни рассвета щиты лучше. Сопра плюс устойчивость. То ли тень совсем плоха. Let's hope this is all. Да, у тени нет устойчивости. Да, отменяем этот садизм и подберу более достойного соперника. А так там полностью высигнулся маус. Так еще и арти половины нет. Так, возвращаемся к нашей сборочке. Я поставил сюда Иванькова и в принципе норм. Типа что то, что это в поле будет одинаково. Просто это у нас будет исполнять ульту. Так, раз, два, третье. 3 ульты. Это для Никлав. Да, вот это имба. Просто посмотрим, с какого пережги. Тут пока что арты больше, чем там. И маус быстрее заканчивается, да? Да. What should I do? И все. Три мауса, 7 арты. Здесь у нас осталось 0 арты. Сейчас 0 маус. Wait a minute. Well, it's like guards. Come on, Jack. Our guards does nothing. You should like Nietzsche. Come on, Jack. И теперь к отчетам. Когда у нас стояла на противника у маус стояла госпожа Тень, а у нас стояла песня Триумфа, то есть вот она Тень и всадник, то это гораздо быстрее получило плюху и быстрее перебили. Когда у нас здесь стал Иваньков на вражеский маус с всадников, то сразу же у нас практически в равную вышло, но все-таки перебило. Потому что спаун третьей ульты для них это просто имба. Что тут даже говорить, я уж не знаю. Вот чисто в прикол. Давайте сгенерируем число от 1 до 61, сколько у нас наземных офицеров, и посмотрим, что у нас выберет от 3, потому что начиная со спанером и заканчивая говорящим ветром. Вот просто что стоит, то и поставим мы на маус. 26. 3, 6, 7, 8, 10, 15. Это зимний охотник. Второе число 43. И это у нас страж истины. Повезло. То есть у нас идет боевой охотник. Вот он. И страж истины.
И теперь вот они подготовились. Тут у нас Зимний Охотник и Страж Истины. И на арте у нас Лавкач плюс Безмолвный Гром. Мне уже безумно интересно, что из этого получится. Потому что у Лавкача у нас навыки для универсала, кстати. Кстати, да. И они полностью подчинились. Что же будет? Что же будет? Так. Раз, и так, 2, 3. Раз, Трикс. Конечно же, перебьет Вьеба. Бау. Кстати, сильно флешить быстро умирает. Так, ну, сейчас пройдусь, посмотрю, все ли это с теста. Так, и финальное, что я сделаю, что имеет хоть какой-то смысл, кроме как переплетения всего, что было на ютубе, это у нас ночная птица с Небесной Охотницей. Тут у нас стрела, типа такой полууниверсал, больше всего под атаку заточена. Против Тени с Лис и Ночная птица с клинком. То есть free-to-play и с таким небольшим донатом. Сейчас вот так вот я залечу тогда. Так, пока что равнозначные первые потери. И деф второй противник неплохо. Хотя там уже 13. Тут 14. Просто в дальше. Ну и также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Заходите, пообщайтесь, там у нас много всяких полезных информаций, много гифт-кодов, много ссылок на полезные ресурсы, и вы можете осведомиться еще какими-то чьими-то результатами, высчетами. Также просто пообщаться, задать свои вопросы. Ну и просто потешиться, скинув отчет, если вы этого тоже хотите. То есть такой чат в Телеграме подо все. Тем временем дев-сборка и free-to-play нас проигрывает. Кстати, не конкретно. Но хотя 5 деф и истребов против 11. И все, на этом деф и стрип заканчивается. Одна штука. Я просто добиваю сейчас. Навык. Кстати, тоже долго уходит, типа никак не так быстро рассыпается, но поэтому уже и потерян. Если что ж, а на этом всем спасибо. Всем хорошего дня, вечера. Посмотрим, когда выйдет этот видеоролик.